Всем привет! Сегодня поговорим о новых моделях ASIC Antminer S17. В частности, у нас здесь представлен S17 Pro. Расскажем про его реальные характеристики, потребление, производительность. Сравним его с моделями предыдущих поколений и расскажем об актуальности его использования в системах иммерсионного охлаждения. Итак, начнем с самого очевидного, это с особенностей конструкции самого устройства. Как можно заметить, S17 по конструктиву очень похож на предыдущую модель Antminer S15, но однако он выглядит более массивно, более мощно. В нем также присутствует встроенный блок питания с двумя разъемами для подключения к электрической сети. Также у него есть 4 вентилятора, по 2 с каждой стороны, в отличие от S15, в котором, как мы помним, было только 2 вентилятора с одной стороны. Ну и сейчас о заявленных характеристиках. Данное устройство имеет 3 режима работы. Это режим экономии энергии, нормальный режим и турборежим. В режиме экономии энергии мы имеем от 36 до 48 терахэшей при потреблении 1296-1728 Вт. В нормальном режиме, соответственно, 53 терахэша и потребление 2094 Вт. В турборежиме мы сможем выжать с устройства от 53 до 62 терахэшей при потреблении 2385-2790 Вт. Технология производства чипов 7 нанометров, уровень шума 82 дБ. Все эти заявленные производителем характеристики мы проверим чуть позже в режиме реальной работы устройства. Мы подготовили устройство к работе, и сейчас мы посмотрим на его реальные характеристики во всех режимах работы. Начнем мы с режима экономии энергии, а в турборежиме мы еще и замеряем уровень шума и сравним его с заявленным у производителя. Так, включаем. Итак, устройство вышло в оптимальный режим работы, и сейчас мы посмотрим на его реальные характеристики, на хешрейт и на энергопотребление. Напомню, что устройство работает у нас в режиме экономии энергии. Вот здесь стоит галочка. Во вкладке Miner Status мы, соответственно, видим хешрейт. То есть средний хешрейт у нас порядка 42,5 терахэшей. При потреблении из розетки 1585 Вт. Ну что ж, сейчас переводим ASIC в нормальный режим работы и также будем смотреть на его параметры. Устройство перешло в нормальный режим работы, и сейчас мы опять смотрим на производительность, которая у нас составляет порядка 54,6 терахэшей, это средняя производительность. Ну и потребление из розетки у нас 2231 Вт. Ну что ж, сейчас переводим ASIC в последний, третий турборежим и, соответственно, будем смотреть его параметры. Итак, S17 у нас работает в самом мощном режиме. Это турборежим, и сейчас мы смотрим на его производительность и потребление из розетки. Хешрейт у нас средний порядка 57,2 терахэшей. Потребление из розетки у нас 2503 Вт. Как мы и говорили ранее, в турборежиме мы еще замеряем уровень шума и сравниваем его с заявленным у производителя. Итак, уровень шума у нас порядка 65 дБ. Это значительно ниже, чем заявлено у производителей. Напомню, у Bitmain заявлено 85 дБ, но стоит отметить, что температура воздуха в помещении сейчас порядка 20 градусов. Теперь у нас есть все данные, и мы можем перейти к определению сроков окупаемости и сравнению S17 Pro с другими моделями. Для расчета окупаемости мы воспользуемся калькулятором, который находится у нас на сайте.
Переходим в калькулятор, тип устройства оставляем ASIC, алгоритм у нас по умолчанию стоит SH256, и далее мы вводим те данные, которые мы получили в ходе наших экспериментов. Мы начнем с S17 Pro, начнем с энергосберегающего режима, в котором у нас получилось по производительности 42,5 терахэша при потреблении 1585 Вт. Расходы на электроэнергию мы возьмем 4 цента за киловатт-час. Что мы видим? При майнинге Bitcoin SV мы получаем с S17 в энергосберегающем режиме 15,2 доллара. При майнинге биткоина 13,5 доллара. То есть, видимо, Bitcoin SV к этому времени довольно-таки хорошо пропампился, и он сейчас у нас по доходности является первым. Далее мы переходим к нормальному режиму. Там у нас 54,6 терахэша при потреблении 2231 Вт. Так, что у нас получается? Майнинг Bitcoin SV 19,3 доллара, майнинг биткоина 17,2 доллара. Далее турборежим 57,2 терахэша при потреблении 2503 Вт. Майнинг биткоина SV 20,1 доллара, майнинг биткоина 17,9 доллара. Итак, теперь переходим к срокам окупаемости, как мы и говорили, предыдущих моделей антмайнеров. Это S15 и S9J, но разогнанные в иммерсионке. Ссылка на видео с параметрами работы S15 и S9J в иммерсионке будет в описании. Начнем мы с S15. Как помним, у S15 есть также два режима работы. Это энергосберегающий режим и режим максимальной, скажем так, производительности. Начнем мы также с энергосберегающего режима. S15 в этом режиме дает 17,9 терахэшей при потреблении в 907 Вт. Итак, при майнинге Bitcoin SV мы получим 6,1 доллара, при майнинге биткоина 5,4 доллара. Это в энергосберегающем режиме. В режиме максимальной производительности для S15 у нас 28 терахэшей при потреблении в 1684 Вт. Итак, что мы получаем? Майнинг Bitcoin SV у нас 9,3 доллара, майнинг биткоин 8,3 доллара. Что касается S9J, мы его рассматриваем в иммерсионке с разгоном выше 20 терахэшей, а конкретно 20,4 при потреблении 2010 Вт. При сравнении сроков окупаемости, я скажу немножко наперед, мы должны понимать, что в этом сравнении мы еще к непосредственно самой стоимости ASIC S9J мы должны добавить стоимость ASIC места в системе иммерсионного охлаждения и, конечно же, не забываем про более мощный блок питания, который позволит нам гнать ASIC выше 20 терахэшей. То есть про это не забываем. Итак, что нам показывает калькулятор? При майнинге биткоина SV на данный момент мы получим 6 долларов. При майнинге биткоина мы получим 5,3 доллара. Напомню, это S9J, разогнанный в иммерсионке. Перед тем, как перейдем к сроку окупаемости, хотелось бы поговорить об актуальности использования новых майнеров в системах иммерсионного охлаждения. Сейчас мы находимся в нашей лаборатории, где в ячейку погружен S17 Pro и вместе с ним S15 и T15. Новые майнеры прекрасно работают в иммерсионной жидкости. Мы избавляемся от всех вентиляторов, мы избавляемся от шума и пыли. Погружая оборудование в иммерсионную жидкость, мы продлеваем ресурс работы устройств. Также большим плюсом использования систем иммерсионного охлаждения является возможность обеспечения работоспособности майнингового оборудования в условиях высоких температур окружающей среды, то есть на территории с жарким климатом.
В перспективе также возможность увеличения хешрейта за счет разгона устройств. Это еще один большой плюс иммерсионного охлаждения. Исходя из этого, очевидно, что использование иммерсионных систем охлаждения для новой линейки майнеров является актуальным и даже в некоторых случаях обязательным. Ну что ж, мы провели расчет сроков окупаемости для каждого из наших устройств. Напомню, это были S17 Pro, S15 и S9J, разогнанные в иммерсионке. Результаты расчетов представлены в таблице. Исходя из этих расчетов, можно сделать вывод, что из-за высокой и необоснованной стоимости на новое устройство S9J, разогнанный в иммерсионной жидкости, остается актуальным и выгодным решением для майнинга. Ну а на сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, предложения, вы их пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!